Или там, вот идет там фанера, они меня называли. Ирина Шейк – супермодель с татарскими корнями. Роскошная внешность и упорство помогли ей стать известной далеко за пределами России, ведь о ней знают все, кто интересуется модой. Ирина умеет оставаться в центре внимания и не сходит со страниц мировых таблоидов. Сейчас у девушки есть все, но путь к успеху был нелегок. Об этом смотрите в нашем видео, которое мы сделали по просьбам наших подписчиков. Микс-шоу представляет. Как живет Ирина Шейк и сколько она зарабатывает? 6 января 1986 года в Еманжелинске Челябинской области в семье шахтера Валерия Шайхлисламова и преподавательницы музыки Ольги родилась дочь, которую назвали Ириной. И ей, и ее старшей сестре Татьяне достались прекрасные гены от родителей – отца татарина и русской матери. Кроме внешности, от своих родителей Ира унаследовала лучшее. От папы умение добиваться своих целей, от матери – любовь к прекрасному. Большое влияние на ее характер также оказала бабушка Галия Гайнисламовна, которая в 19 лет ушла на фронт, а потом стала для внучки главным эталоном красоты и нравственности. История Ирины Шейк похожа на сказку о гадком утенке. В школе ее дразнили за высокий рост, худобу, смуглую кожу и пухлые губы, называя чунгачангой и фанерой. А девушка чуть ли не с 10 лет назло обидчикам ходила на каблуках. Ведь не в ее характере было забиться в угол из-за насмешек. Эта способность не замечать косые взгляды и негативные мнения и помогла ей достичь высот в карьере и личной жизни. К тому же все насмешки закончились в старшей школе, когда красота Ирины стала очевидна всем, и поклонников у нее стало хоть отбавляй. В школе девочка была талантлива во многом, хорошо училась, играла на фортепиано и пела в хоре. Любила гуманитарные предметы. Но в 2000 году, когда Ире было 14 лет, жизнь ее семьи существенно изменилась. От болезни легких умер отец. Ольге было трудно растить двух дочерей одной, и ей пришлось искать вторую работу. Сама Ирина вспоминает, что им помогал выжить сад и огород. Зимой семью просто спасала собственноручно выращенная картошка и морковь, а чтобы помочь матери, девочки тоже трудились на огороде. Тогда же будущая модель начала зарабатывать свои первые деньги. Она на каникулах трудилась маляром и целый месяц красила больницу, а зарплату потратила на белые сапоги с высоченной платформой. После школы Ирина поступила в Челябинский экономический колледж на факультет маркетинга. Также вместе с сестрой она записалась в модельную школу. Со временем Татьяна отказалась от этой карьеры, а вот Ирину заметили представители местного имидж-клуба и предложили работать в модельном агентстве «Светлана». В составе этого клуба она победила на конкурсе красоты «Супермодель-2004» и выиграла денежный приз в размере 60 тысяч рублей. После неожиданной для самой Ирины победы ее отправили в Москву. В столице русскую девушку с бразильской внешностью заметил Гея Джикидзе, известный модельный скаут. Он предложил девушке профессиональный контракт, и с 2005 года Ирина стала работать в Европе. Первым заграничным городом, в котором работала Шейк, стал Париж. Вспоминая эти годы, девушка говорит, что была ужасной моделью, не знала языков, не обладала модельными навыками в достаточной мере и боялась камеры. Но она быстро училась и продолжает это делать до сих пор. Часто перед съемками она изучает истории брендов, с которыми сотрудничает, чтобы не попасть в просак. Из-за плотного рабочего графика Ирине Шейк приходится часто жертвовать временем для отдыха и своей личной жизнью. Это мне напоминает короткометражку Александра Котта о напряженном ритме нашей жизни и о том, как освободиться от стресса и обрести легкость. Партнером создания фильма выступил Райффайзенбанк. По данным опроса банка, 24% россиян считают деньги главной причиной стресса. Этот фильм – напоминание о том, что по-настоящему важно. Спойлер – это не деньги. Посмотрите, что получилось, и почувствуйте прилив сил или внутреннее спокойствие. Посмотреть «Гоголь-Моголь» можно на YouTube-канале Райффайзенбанка. Ссылка на канал в описании видео. Ну а в то время она жила на съемной квартире с другими начинающими моделями.
За съемки платили очень мало, всего 30 евро в неделю. Их едва хватало на жизнь. В день нужно было прожить на 90 центов, и они с девочками-соседками скидывались на рис и прыгали через турникеты в метро, чтобы сэкономить. Трудностей добавляло и то, что внешность Ирины была не очень популярна в Париже. К тому же ей на тот момент было 20 лет, что по модельным меркам поздновато для начала карьеры. И тогда Ирина приняла решение уехать в Нью-Йорк. Там ее пригласили на кастинг с редактором журнала Sport Illustrated Дайан Смит. Девушка вспоминает, что очень боялась идти, так как у нее был только один единственный розовый купальник. Но ее выбрали, и в 2007 году Шейк снялась для специального выпуска журнала и продолжала появляться каждый год на его страницах. Ирина начала работать с именитыми фотографами и тогда же стала лицом бельевого бренда Intimissimi. Свою труднопроизносимую для иностранцев фамилию девушка сократила до звучного псевдонима Шейк. Но и с именем в Америке возникают сложности. Как ее только не называли – Эмина, Эгина, поэтому модель просит говорить Айрина, а сокращенно Айри. В 2009 году Шейк подписала несколько модельных контрактов и работала с такими известными брендами, как Guess, Lacoste, Victoria's Secret, La Perla и другими. Постепенно популярность модели росла, и ее лицо все чаще появлялось на обложках глянцевых журналов. В 2010 году Ирина Шейк снялась в клипе Канье Уэста на песню «Power», где предстала в образе то ли богини, то ли женщины-феникса. Кстати, популярный рэпер упоминал модели в другой своей песне «Christian Dior Denim Flow». Тогда же модель получила звание посла марки Intimissimi, а испанская версия журнала «Гламур» наградила ее премией «Лучшая международная модель 2010 года». Этот же год был удачным и для личной жизни модели. Она познакомилась с Криштиану Роналду на съемках «Армани». Девушка поразила футболиста тем, что абсолютно не была сражена его красотой и знаками внимания. Конфетно-букетный период пары длился несколько месяцев, но вскоре они начали встречаться, и армия поклонников Роналду перешла к его девушке, что способствовало росту популярности Шейк. Через год СМИ сообщили о помолвке звездной пары. Но из-за плотного графика возлюбленные редко виделись, и дата свадьбы так и не была назначена. В 2011-м Ирина Шейк стала первой российской моделью, попавшей на обложку Sports Illustrated. А появление на обложке этого журнала много значит для карьеры моделей в Америке. В том же году Ирина сыграла персонажа по имени Мила Белова в компьютерной игре Need for Speed The Run. В 2012-м супермодель украсила собой обложки журналов по всему миру. Британского Esquire, арабского и украинского Harper's Bazaar, немецкого GQ, российского Glamour и целых 14 весенних выпусков Cosmopolitan разных стран. Она также заняла первое место в списке 50 самых горячих женщин России по версии журнала «Комплекс». В это же время Ирину пригласили на роль ведущей в 4-м сезоне телепроекта «Топ-модель по-русски», в котором участницы боролись за право подписать контракт с международным модельным агентством. Кто будет следующая топ-модель по-русски? Как тебя зовут? Алиса. Я слышала. Кто еще будет новой топ-моделью по-русски? В 2013-м умирает любимая бабушка модели, и в ее честь Ирина сделала татуировку ее имени на щиколотке. В 2014 году Шейк в костюме Снегурочки сопровождала сборную России на параде спортсменов на церемонии открытия зимних Олимпийских игр в Сочи. В том же году она снялась в фильме «Геракл», где исполнила роль Мегеры. Мегара. С возвращением, милый. После этого модели приписывали роман с Дуэйном Джонсоном, с которым они в фильме сыграли супругов. Но слухи ничем не подтвердились. Вспоминая кинематограф, Ирина говорит, что мечтает исполнить роль русской шпионки. Позднее Шейк можно было увидеть в комедийном сериале «Внутри Эми Шумер». К слову, у самой Ирины отличное чувство юмора, что часто отмечают ее коллеги по работе. Милая, у меня ужасные новости. Ты мне изменяешь? Нет, туалет сломался. Я так волновалась, Джинга-бинга-бум. В 2015-м модель заключила контракт с косметическим брендом L'Oréal и стала международным послом марки. В том же году бурный роман Шейк и Роналду сошел на нет, и союз распался.
Вокруг этой новости строилось множество догадок, но точной причины расставания никто не узнал. Впоследствии футболист признался, что это Ирина его бросила, а Шейк ограничилась словами, что Криштиану вел себя как мальчик, а она хотела видеть около себя мужчину. Вскоре после разрыва с Роналду Ирина начала встречаться с голливудским актером Брэдли Купером. Пара скрывала отношения, но их периодически ловили то целующимися в Нью-Йорке, то на совместном отдыхе в Италии и на Багамах. Свои отношения влюбленные официально подтвердили только в 2016-м, появившись вместе на неделе моды в Париже. После этого они стали часто появляться на публике. Их отношения, к слову, даже одобрила мама Купера, которая не принимала ни одной его девушки. Роман звездной пары развивался стремительно. Через полгода после первого свидания они стали жить вместе. А еще через пару месяцев узнали, что ждут ребенка. В 2016-м Ирина, будучи на 6-м месяце, впервые в своей карьере поучаствовала в показе мод Victoria's Secret, и только после него было объявлено о беременности. А 21 марта 17-го у звездной пары родилась дочь Лея Десиен Шейк Купер. О появлении ребенка журналисты тоже узнали не сразу. Впрочем, это неудивительно, ведь за 3 года отношений с актером Шейк ни разу не прокомментировала их роман. Через год Брэдли за $13 миллионов купил для семьи таунхаус в одном из самых престижных районов Нью-Йорка, Вест-Виллидж, на Манхэттене. В распоряжении Ирины, Брэдли и их маленькой дочки было около 400 квадратных метров с 6 спальнями, 4 ванными комнатами, гостиной с камином и кухней. Но главная жемчужина дома, выполненного в современном стиле с элементами кантри, собственный задний дворик, что большая редкость для Нью-Йорка. Однако новое жилище так и не стало семейным гнездышком, ведь в 2019-м, несмотря на красивый роман, Шейк и Купер расстались, оставшись хорошими друзьями. Домыслов о причинах разрыва ходило множество, главной из которых – связь актера с Леди Гагой во время их общей работы над фильмом «Звезда родилась». Они сами подливали масло в огонь, играя любовь на сцене и за кулисами «Оскара». Но позднее Гага призналась, что это было просто частью пиар-компании фильма. Тем не менее, фанаты Ирины Шейк тогда атаковали инстаграм-аккаунт певицы, устроив там русскоязычный чат с рецептами борща и голубцов. Купер и Шейк договорились о совместной опеке над дочкой, и иногда их видят вместе на прогулках и детских праздниках. Поклонники надеются, что пара воссоединится, но Шейк давала понять, что эта страница в ее жизни закрыта, хоть она и благодарна Куперу за совместные годы. Тем не менее, недавно слухи о воссоединении пары возобновились с новой силой, когда они вместе отпраздновали Хэллоуин и провели вместе день в Нью-Йорке. Ирина рассказывает, что не балует дочь. Она объясняет Лее цену вещей и своим примером модель воспитывает в наследнице сильный характер и целеустремленность. Шейк отмечает, что и она, и Купер – строгие родители. Встав из-за стола, девочка должна сказать спасибо и убрать за собой тарелку. Сказать «пожалуйста», иначе ее просьбу не выполнят. В детстве самой Ирины всегда была одна кукла, одежду для которой она шила вместе с бабушкой. Эта кукла до сих пор хранится у модели как напоминание о сложных временах. Также своей дочери девушка рассказывает, когда та капризничает и хочет конфет, что в ее собственном детстве конфеты были только на Рождество. Еще Шейк отмечает, что Купер для дочери именно отец, а не кратковременная няня. Например, когда дочь уехала с ним на 2-недельный отдых, Брэдли ни разу не позвонил Ирине за советом и отлично со всем справился. Воспитывая дочь, модель не прекращает покорять новые вершины. В 2019 году она стала новым лицом аромата «Скандал» от Жан-Поля Готье. А в 2020-м начала сотрудничество с брендом Рианны Savage X Fenty, уже дважды представляя их нижнее белье на показах. Сотрудничество Ирины с другим бельевым брендом Intimissimi длится уже долгое время. Бренд просто обожает модель, а она определенно отвечает ему взаимностью. Вообще Ирине Шейк особенно хорошо удается горячая реклама белья, ведь она одна из самых сексуальных моделей. Так, например, в свое время интернет взорвал провокационный ролик от бренда «Агент-провокатор» с Ириной в главной роли.
Из других наиболее откровенных рекламных кампаний можно отметить фотосессии для марки купальников Beach Bunny, бельевого бренда La Clover, марки очков Linda Farrow, джинсов от Givenchy, а на снимках для бренда одежды Network красоту девушки подчеркнули минималистичные наряды в черно-белой гамме, приглушенный свет и неброский макияж. Но, несмотря на откровенные съемки в различных проектах, Ирина заявляет, что ни за что не будет сниматься для журнала Playboy, даже за крупный гонорар. В 2021 году Ирина Шейк представила зимнюю коллекцию Burberry. Модель является не только амбассадором дома, но и близкой подругой его креативного директора Рикардо Тиши. В тот же год она стала лицом нового аромата Алабай от Оскар де ла Рента и выпустила 2 капсульные коллекции обуви совместно с люксовым брендом Tamara Melon. А летом модель застукали с 44-летним Канье Уэстом, когда они вместе прилетели во Францию на празднование дня рождения рэпера. Но этот роман не продлился долго. Через 2 месяца знаменитости расстались, и лишь осенью в одном из интервью Ирина впервые прокомментировала свои отношения с Уэстом, отметив, что их связь слишком преувеличили. Сейчас Ирина одна из самых востребованных моделей мира. Ее лицо украшает обложки многих популярных журналов. Только на обложке Vogue она появлялась больше 30 раз. Знаменитость работала в самых успешных и дорогих модельных агентствах мира и представляла самые разные известные и люксовые бренды: Lacoste, Armani, Альберто Ферретти, Blue Marine, Элиан Трейси, Марк Джейкобс, Versace и другие. Шейк уже много лет блистает на ковровой дорожке самого главного события в мире моды – бале Института костюма Met Gala. Этот год не стал исключением, и Шейк появилась в необычном голом платье с объемными украшениями из искусственных цветов, подчеркивающим роскошную фигуру девушки. При этом в обычной жизни Ирина остается приземленной и самокритичной. Она признавалась, что иногда, как и любой девушке, ей не нравится отражение в зеркале. Звезда не любит каблуков и сложных нарядов, а выходные обычно проводит в простой одежде. Кстати, Ирина рассказывает, что вопреки стереотипам своей профессии никогда не сидела на диетах и ничего специально не делала, чтобы быть в форме. Спасибо генетике. Она не может отказаться от своих любимых багетов, круассанов, куриных наггетсов и других лакомств. Любимое блюдо модели – томаты с моцареллой. При этом Шейк ведет активный образ жизни, занимается джиу-джитсу и боксом. А когда бывает в Лос-Анджелесе, ходит к тренеру Джейсону Уошу, который, по словам девушки, делает ей самую красивую попу. Ирина Шейк-сова и в свободный день встает не раньше 10 утра. Она любит собак и часто рассказывала в интервью про своего лабрадора по кличке Цезарь. И когда нет съемок, Ирина любит читать Достоевского и просто обожает русские бани. Знаменитость считает, что с возрастом становится только лучше. Дизайнеры и фотографы хотят работать с не только красивым лицом, но и с состоявшейся личностью. А Ирина как раз такая модель. Состояние Шейк, благодаря ее многочисленным модельным контрактам, составляет $25 миллионов плюс недвижимость. По данным Forbes, за последний год она заработала $6,9 миллиона. Стоимость одного показа с ней может доходить до $300 тысяч, а стоимость фотосессии начинается от 20 тысяч, что очень хороший результат для модели. Популярность русской красавицы столь велика, что производители одежды и украшений готовы платить ей, чтобы она носила их продукцию. Появление на красной дорожке оценивается в $10 тысяч. На ее страницу в Instagram подписано больше 16,5 миллионов человек. И за один рекламный пост Шейк получает около $28 тысяч. Еще она занимает должность дизайнера нижнего белья в компании Beach Bunny. Это приносит модели примерно $140 тысяч в год. Свою двухэтажную квартиру в Нью-Йорке Ирина Шейк приобрела еще в 2010 году за $1,7 миллиона. Она расположена в элитном районе Уэст-Виллидж в жилом комплексе с видом на Гудзон. В 2016 году Ирина выставляла свою квартиру на продажу за $2 650 000, так как планировала жить с Брэдли Купером, но сделка по неизвестным причинам не состоялась. В апартаментах Ирины высокие потолки, почти 3,5 метра, дубовый пол и панорамные окна. Кухня с островом неправильной формы была изготовлена по индивидуальному заказу, и к ней прилегает гостиная площадью около 42 квадратных метров.
Этот бежевый диван частенько мелькает в инстаграме модели. Кроме кухни и гостиной, на втором этаже расположена хозяйская спальня, выполненная в светлых тонах, роскошная ванная комната и мини-гардеробная с идеальным порядком. Ирина рассказывает, что помешана на чистоте. На первом этаже находится комната развлечений с домашним кинотеатром, основная гардеробная и детская. Сюда ведет шикарная лестница со стеклянными перилами. Ирина владеет также еще одной шикарной квартирой в Нью-Йорке, купленной в 2016 году, и которая расположена в доме на Чарльз-стрит. Ее площадь составляет 185 квадратных метров, и она обошлась супермодели в более чем $6 миллионов. В апартаментах с огромными панорамными окнами есть 2 спальни, 2 ванные комнаты, увитая зеленью терраса площадью 25 квадратных метров и просторная гардеробная. У нее в соседях Хью Джекман, Джулиана Мур и ее коллега Карли Клосс. Кстати, недавно на крыше одного из своих домов в Нью-Йорке Ирина снялась для кампейна бренда Boss. В 2019 году Ирина Шейк приобрела квартиру в России. Она находится в одном из престижных районов Москвы. Правда, где именно, не сообщается. Зато известно, что в документах собственницей недвижимости указана мама супермодели, преподавательница музыки Ольга Шехлисламова. В последнее время контракты обязывают Шейк часто приезжать в Россию. И она не хочет чувствовать себя гостьей на родине. По Нью-Йорку Ирина Шейк передвигается за рулем автомобиля Tesla Model X. Экзамены на право вождения автомобиля супермодель сдала только в 31 год, решив, что так будет удобнее возить дочь Лею на различные занятия и развлечения. А однажды она прокатилась за рулем настоящего гоночного автомобиля Формулы Е, класс автогонок, в которых используются электромобили. Мировая слава не оказала отрицательного влияния на Ирину Шейк. Она никогда не забывает свою родную Челябинскую область. За прошедшие годы звезда организовала множество благотворительных проектов, оказывающих помощь различным областным учреждениям, в том числе роддому Еманжелинской больницы. Судьба Ирины Шейк, ее путь от провинциальной девочки, дочки шахтера и учительницы, до самых популярных подиумов и всемирного признания заставляет сердца многих простых девчонок биться чаще и мечтать о головокружительной карьере. Она добилась, кажется, невозможного. А вы как думаете, в чем секрет столь успешной карьеры Ирины Шейк? Если вам понравилось видео, ставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить много интересного.